привет! Это обзор изменений, которые происходят сейчас с Хаммером. Его готовят к сезону 2017. И сегодня ответим на некоторые вопросы, что с Хаммером, что с ним было, что с ним будет. А также на некоторые комментарии к видео, где мы застряли в грязи. Очень веселые комментарии, очень порадовали. Вот буквально сегодня только выложили видео, уже там до хрена комментариев. На некоторые постараемся ответить. В частности, почему не показали мойщиков. Итак, с Хаммером что происходит? Хаммер. Тёма, давай ты расскажешь. Что-то достал уже. Магнитола прикреплена. Вот магнитола. 99-й Пионер, тушка, а панелька была выведена на парпризе. Стояла просто потому, что на парпризе, когда поставили магнитофон, ему так доставалось, что... Ему тут еще больше достается, но они держится. Держится. Так, дверь мы нашли новую. Дверь будет... Давай, рассказывай, что с дверью. Будет одна новая стоять, усиленная, и запасная будет бронированная дверь с бронированным стеклом, которая будет ставиться на финале соревнований. Заварим полностью потолок, снимем парприз, заварим полностью все до парприза железом. То есть вся передняя часть будет как капсула. Вот. Сейчас уже, смотрите, тут что сделали. Демонтаж фальш-панели, демонтаж потолка. То есть демонтаж сидений, они будут перетягиваться. Покажу, что произошло с центральными стойками. Одна целая. Центральные стойки это вот не при демонтаже, не при монтаже. Это развалило басом. Это пассажирская стойка. Да, это которая справа стояла. Центральная стойка. Причем покажи замок. Вот на тренажке вот эти петли меняли раз 30, наверное. Вот за сезон замок, даже резинка не износилась от давления. Проблем никаких нет. Угу. И с зеркалом тоже почти никаких проблем не было. Вокруг зеркала металл весь порвало. И порвала дверь вот здесь. И порвала дверь вот здесь. Теперь у нас будет две двери. Две правые двери. Лобовое поменяли, китайское опять поставили за 7000 рублей. Прошлое китайское, вы видели, что с ним случилось. Оригинальное держалось долго, но от камня на трассе разбилось. И трещина потом пошла дальше, поставили китайское. И на замере с двумя открытыми дверьми стекло вылетело на пристрелке прямо на соревнованиях. Обидно, на соревнованиях валили прямо на скотче, буквально там все держалось. Поэтому резы были ниже, однако Хаммер забрал 3 титула чемпиона России в разных дисциплинах, в разных форматах. Это что? Варвар. Здесь вы видите новые зеркала. Купили 2 зеркала, и левое, и правое. Вот это мы красить будем, да, наверное? Это Dory Style, это полностью алюминиевая. Угу. Здесь вы видите до сих пор чипсы. Посмотрите. Да, везде. Чипсы до сих пор летят. Отовсюду, их тут очень много. Вот так вот машина выглядит уставшая после сезона, но скоро будет взбодрена и будет все поблагородней. Сзади у нас изменений пока никаких нет. У нас все так же стоят 8 415-х девбонсов, одни из лучших сабвуферов мира. Интересно было бы, конечно, посмотреть сравнение с другими сабами. Я практически уверен, что это самые лучшие сабвуферы в мире. Вот, ни много ни мало. Очень много перетерпели. Один был косяк с подводящим. При монтаже порвали, и больше проблем с сабами не было. С потолком будем что-нибудь менять, Тём? Полностью будут металлические каркасы и лист фанеры. Его закрывать. И люк, наверное, мы покрасим все-таки, да? Да, люк. Пора бы уже. Весь год. Вот это нет ничего более постоянного, чем временное. Люк заклеили наклейками. И так он и проездил, не покрашенный весь год. Также будут переделываться вот эти фальши, и взбодрится стенка, будет тоже перекрашиваться. Очень часто спрашивают, чем мы красим. Красим мы чем, Тёма? Вот нам компания Gravitex предоставила вот такое покрытие, оно называется U-POL Raptor. Это реклама, что ли? Да, я вырежу. Это реклама. Вот. Это покрытие, которое... Да, говорит, это реклама и не краснеет. Это покрытие, которым покрывают, в Америке грузовики, то есть любые вообще. Короче, Raptor мы прорекламировали. Если
Вы нам его еще не дали бесплатно, дайте нам его бесплатно. Короче, ну, вот сейчас практически все инсталляторы этим красят, и ну, это все знают, но очень много все равно остается вопросов в комментариях, чем это покрашено. Это вот эта штука. Можно колеровать обычной краской в любой цвет, он застывает в течение там суток, и уже его потом можно царапать гвоздем, ему ничего не будет. Вот, очень универсальное покрытие, можно машину покрасить, можно дверь. Можно... Ну и да, и суть в том, что он скрывает все дефекты, неровности, то есть подготавливать поверхность особо не нужно, можно прям красить на что, на все подряд, да? Да, на любую поверхность, без предварительной подготовки он даже ложится. Это отвердитель, он идет на 4 баллона, а это баллон сам. Так, нам нужно вот таких теперь бесплатно У нас есть 50 штук. 50. Так, сидушки с Хаммера будут перетягиваться у Димы. Дима молодец. Перетянул мне руль недавно. Я вам покажу скоро, как на Бэхе руль перетянул. И сидушки вот такие, они уставшие. В принципе, нормально, но не очень презентабельно выглядят, поэтому будут перетянуты сидушки. Да. Также вот с этой штукой мы будем делать что-то с хромом. Да, мы снимем хром с пластика, снимается он при помощи хлорного железа, порошка, разводится с водой, и хром этот снимается. Вот, также заказана оптика, потому что... Ну что нихер гонять ксеноном в галогеновых. Да, ксенон в фарах. галогеновых фарах, они уже полопались, потому что температура горения ксенона намного больше, чем галогена. Вот, но... Устали фары. Короче, заказали и верх, и низ. Так, ну и теперь ответы на комментарии к видео, где Хаммер застрял в грязи. Очень веселое видео получилось, очень много комментариев. Сейчас на некоторые злободневные самые ответим. Итак, самый распространенный комментарий, почему не сняли реакцию мойщиков. Они отказались, чтобы их снимали, мы их просили на самом деле. Ну, не то чтобы сказать, что они охуели, но молчание было гробовое, и они, мне кажется, решали, кто из них будет мыть машину. Они куда-то удалились и о чем-то говорили на повышенных тонах. Нам только руль скажи. Нам только бить, скажи, и все. Этот смельчак будет. Давайте, сейчас сегодня самый провинившийся мойщик моет Хаммер. Это крутая мойка, кстати. На сдаватора приезжайте, мы тут всегда моемся. Смотри, там кофе написано есть. Да? Ну, он как без палева повесили, чтобы никто не догадался. Машинка есть вещи постирать? Подожди, открой меня. Пацаны, мы снимать будем, можно? Короче, чуть-чуть испачкали тачку. А вы людей моете? Нас тоже, да, в камеру? Я могу не снимать. Тот, кто мыл, он действительно был не очень доволен, потому что работы было много, долго его мыли. Тёма в перископ это выкладывал. Подпишитесь на Тёмин перископ, он иногда перископит, в отличие от меня. Комментарии вот веселые. Никита Просверяков написал: чистый джип, позор хозяев. Тёма позорится, весь год ездит. Вот первый раз, наконец-таки, использовал по назначению его. Два самых популярных комментария. Первый: я бы там на девятке проехал. Это понятно, люди в шутку пишут. Хотя некоторые там написали это, по-моему, даже всерьез, что проехали бы там на девятке. Были комментарии от хаммероводов, что они бы там проехали. Поверьте мне, если бы у вас был Хаммер 4,5 тонны, и вы заехали бы на нем в глину, упав при этом в траншею, хуй бы вы откуда выехали. Но комментарии писать легче, поэтому пишите дальше. А вот пишут: Нива лучше по грязи. Нива, для понимания, если бы она упала в эту траншею, то вот Хаммер, там колесо бы упало в траншею, а Нива бы там валялась бы в траншею где-то по центральную стойку вся. Поэтому там просто по размеру вот этого препятствия Нива там не то чтобы не проехала, она... Забудьте об этом, про вот эту легенду, что Нива хороший внедорожник. Она неплохой внедорожник в некоторых условиях. Например, там по ровному снегу она может с ускорением прорваться там быстрее какого-нибудь большого тяжелого джипа. Ну, на этом ее внедорожные качества заканчиваются, когда идут большие ямы какие-то, вот такая непроходимая грязь, она... Представляете, если на это колесо намотало глину, и все, там бы это колесо исчезло за минуту просто в слое глины. Короче, какие-то отмазки, что мы крутые джиперы, да? Что мы крутые джиперы. Единственное, что там проехало бы, это ГАЗ-66. ГАЗ-66 там единственное, что проехало. Тёма подсказывает, он просто ездит. Все детство у него, молодость была, тяжелое детство. В станице Ленинградской они ездили на всем. Уберите противный звук стекла в начале. Вот давайте, может, проголосуем. Просто написало огромное количество человек, что им нравится новая заставка. Еще столько же написало, что они чуть не обосрались, когда вот этот звук.
многие пишут неприятный звук. Не знаю, кому-то нравится, кому-то нет. Мне прикололо. Спасибо каналу Loud Sound. Саня, с вами почти выучил армянский язык. Пусть все будет Ну, это не пусть все будет. Ну, наверное, ты не до конца выучил армянский язык. Это не очень хорошее слово. Моя АК проедет там вообще ни о чем. Ну, вот когда в шутку эти комментарии пишут, это прикольно. Не в шутку написали многие люди очень известную поговорку: чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. Это, я не знаю, насколько это оригинально было, около 100 таких комментариев было, но мы доказали обратное. Мы застряли в 10 метрах от асфальта, поэтому совсем недалеко было бежать за трактором, но в дорогих, красивых красных кроссовках. Тёма, покажи, кстати, ты их отмыл? Да. Все спрашивают, отмыли ли кроссовки. Мы все отмыли. Этим 3 года уже. Сочувствую мойщикам, очень часто комментарии. Все сочувствуют мойщикам, бедные мойщики. Ну, блин, у них работа такая, какая им разница, на самом деле, сколько грязи отмывать. Бордюр, многие люди написали, бордюр и смайлики. Я почти уверен, что это написали жители Санкт-Петербурга. Я хочу... Нет, в Питере поребрик. Ну, они и прикололись, что бордюр, я сказал. Для них это смешное слово. Я хочу извиниться перед всеми жителями Санкт-Петербурга в целом и академикам в частности за такую тяжелую моральную травму, которую я нанес вот этим вот словом страшным бордюр. Вот, извините за это. Может, поедем шаурму похаваем? Про тракториста, которому надо поставить музыку. Вот не поверите, просто что-то в агонии, там вот это все поблагодарили, попрощались и телефон не взяли. После этого Тёма уже 2 раза туда ездил в поля, не можем найти этот трактор. Если ты нас смотришь, водитель вот этого Камацу, да? Камацу, правильно? Приезжай до Ватора 132 к нам в магазин, мы тебе бесплатно поменяем, я сейчас не шучу, поставим магнитолу Пионер, гораздо более продвинутую, чем у тебя там Prology стоит, и овал вот этот Витек заменен на эстрадный вот этот Пионер с громадной пищалкой. Они у нас есть, и у нас их много, да? Вот. А компания Пионер за рекламу, чтобы дали нам, понятно, овалы. Короче, всем хорошо будет. Хоть бы сапоги резиновые прихватили. Да, никого. Колеса прямо не учили ставить, когда буксуешь. Вот тоже очень популярный комментарий. Только там была ситуация чуть-чуть в другом. Они вообще ни в какую сторону не крутились. То есть там настолько жестко они завязли в глине. Тёма даже он боялся, что рейка сломалась рулевая. Руль просто... Когда 300 килограмм грязи на колесе и в суппорте и везде, то он вообще не поворачивается. Тёма иногда, конечно, что-то недопонимает. Но то, что выезжать из грязи надо на прямых колесах, он прекрасно знает, но там не было варианта. Вот опять надо было показать, как на мойке на вас посмотрели. Я это снимал, но по просьбе людей. Я никогда не выкладываю людей, если они не подтвердят свое согласие. Вот они почему-то сказали, машину можешь снимать, а нас нельзя. Ну, спасибо хоть нам, что машину нам разрешили нашу снимать. Еще раз, у Тёмы в перископе до сих пор, наверное, да, висит. Он снимал, как ее моют. Поэтому хотите на Тёмин перископ, я ссылку, да, укажу. Вот она. Вот в перископ заходите, и там написано, как ты там называешься, Артем Уймарь, короче. Вы лучшие, лежу с температурой 38 и дико угораю, выздоравливай. Пердежа нет, вот да, в этом косяк. Признаю, видео без пердежа, гигабайты на ветер. Машину Кузи на тест. Кстати, надо. Кузину машину часто спрашивают. У нас будет тест Кузиной машины. Я никак не могу снять 2 более интересные машины. Сейчас планируем снять Галарда и Е-класс новый. Но вот Е-класс в 213 кузове должны были снимать там какой-то 2-литровый в спортлайне. Но пообещали Е400 скоро придет, через неделю-полторы. И будем снимать, если все будет хорошо, Е-класс новенький, Е400. Это поинтереснее будет. Подождите, чуть потерпите. Будет и Е400, и Галарда, и даже Кузина Альтеса. Я на стройке аэропорта по такой грязи езжу каждый день. Дождливый день на Солярисе и без грязевой резины. Алекс Гуд пишет, наверняка пишет правду. А где кошки? Кошек что-то у нас меньше в обзорах. Я вам рекомендую каналы про кошек, если вы хотите посмотреть кошек. Там кошек дуром. Но у нас вот в последнее время не очень получается с кошками. Вот порадовал комментарий еще. Лучше бы мне отдали, часто пишут. И казалось бы, тут что можно лучше бы отдать. Написал, типа, лучше бы мне отдали кроссовки. Колпак и бордюр улыбнул. Бордюр, правда, как-то звучит, что ли? Ну, поребрик, извините. Но у вас меньше, ребята. Кто бордюр это называет, их гораздо больше. Это Ростов, Кубань, Краснодар. Да все называют бордюр бордюром. Поребрик, парадная и шаверма — это чисто питерские приколы. Пусть Тёма обзор проведет, больше Тёмы.
Так, читай дальше. Давай. На, вот это прицепи. Монстры, колпак проехали. Я бы там на своей девяточке проехал. Твоя б девяточка, наверное, от заправки туда не доехала даже. Да через бордюр там девятка не Да. переедет. Саша, вы с Тёмой спортсмены, сами дернули бы за лямку. Кого дернули? За какую Я вот, лямку? смотрите, видите как? Если вот так, то вот так. Не, ну это я грублю. Ну я спортсмен, да. Я, кстати, опять пошел на спорт. Может быть, скоро буду нормально ходить. Но разик уже сходил. Какой-то человек пишет, Иван Зес, у меня по улице такая грязь. У меня тоже когда-то была такая по улице грязь, я тебе сочувствую. Братан, у тебя херовая улица, значит, если у тебя на улице такая грязь. Ох, посмеялся от всей души. Спасибо, ребята, атмосферно. Саня, нужно было навалить, чтобы грязь стекла. Короче, ничего тут интересного нет Ну, больше. давай теперь ты меня снимай. Как говорил мой дед, да я там на девятке проеду, написал China Goods. И Dex MX ответил на его комментарий. Как говорил мой дед, я твой дед. Ну что, Наташа, вам никогда по ебальнику не били веслом? Поручик, к чему вы это? Да так, для поддержания разговора. Купи стабилизатор, а то тошнить начинает после таких видео. У меня есть стабилизатор, ну это видео на ходу. Вы понимаете, что видео постановочные, там, когда есть сюжет, есть задумка какая-то, их снимает там съемочная группа с вот этими вот хернями. И вот камера я достал из кармана, нажал кнопку и снимаем. Поэтому такие веселые видео на ходу получаются. В ней есть встроенный стабилизатор, но, к сожалению, он, конечно же, не работает так, как активный и внешний. Но всю эту херню настраивать, доставать, прикручивать, перекручивать. Так можно снимать там видео, когда обзор там или что-то еще. Извините, это и так хорошая стабилизация для съемки на ходу. Посмотрите на людей, которые с GoPro там снимают. Это жесть. Конечно, можно Osmo купить, вот эту штуку на палке. Хорошая штука, может и куплю. Но она полтинник стоит. И что-то как-то пока жаба душит. Вот заставку опять ругают. Ладно, я переделаю заставку. Что-то не всем нравится это разбитое стекло, по-моему. Это был Чип и Дейл на китайском. Да, это был Чип и Дейл на китайском, а то спрашивают на японском еще. Люди, вы что, китайский от японского отличить не можете? Это же элементарно. Это вот это все комментарии нахерачили, вот я сегодня в 2 выложил видео. В принципе, на сегодня все, там намного больше комментариев, мы самые интересные выбрали. Пишите ваши комментарии, постараюсь в будущем сделать больше ответов на комментарии. Как-то у нас раньше это было, потом забылось, не знаю, я так сам в комментариях иногда отвечаю. Пишите обязательно, мы все комментарии читаем. Самые интересные будем снимать вот такие обзоры, ответы на комментарии. Вот, это Hammer, Loud Sound. Это канал Loud Sound, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. А это посадочники, они в ахуе. Им разбирать надо все это дерьмо. Он валить сразу. Это админ группы Антиавтозвук, кто не знает. Посмотрите, что он пиарит. Покажи. Пионер. Пионер. А что за лымарь Troll Technology? Вот посмотрите, мойщик. Спрашивали, как там, что мойщик. Ну он, как бы он не охуел, но отмыл он не все. Тут еще резина, то есть грязь сыпется еще. Из днища, из колес. Ну, посмотрите, там проводка. Вот тут жесть, да? Сейчас будут. А резина, что, плохая резина? Там кто-то написал, что дерьмовая резина. По-моему, нормальная резина. Сейчас, знаешь, меня пытались троллить. Провода у вас минус и плюс проведены по кузову. Ну. Антиавтозвук. И что? Ну просто. Нормально проведено. Да. У 90% американцев в таких системах так проведено. А как надо, если, ну, вот там вот, что ли, по салону? 8 нулей охуенно вот такое вот собрать и по салону проложить. Ну да. Вот у меня, знаешь, какой большой вопрос, Тём? Вот это вот нахера? Антенна? У тебя радио есть? Нет. Когда по веткам едешь, она раз ветки отбивает. А, я думал, ты одежду тут сушишь или что-то. Она откручивается? Да. Давай не будем. Или можно пол убить. А ну, снимай вот так. Я попробую сделать катапульту. На. Убирайте, все заматывайте. Так, короче, смотрите, у нас сейчас сегодня тест и обзор, знаете что, антенны. Часто спрашивают, зачем на Хаммере антенна нужна. Сейчас мы сделаем вот следующее. У нас есть китайский фарфор. Все китайское очень хуевое, поэтому мы ее разобьем. И посуда бьется на счастье, если вы там сейчас начнете писать, что мы варвары. Сейчас Тёма наденет
на антенну кружку, и мы ее запустим вон туда. И снимем это все на замедленку, на iPhone. Снимать будем с нескольких камер. Все усложняется тем, что я хочу отойти туда и крупным планом снять, как будет разбиваться кружка. Но есть риск, что я получу по ебальнику кружкой, поэтому я накроюсь курткой. И не смейтесь, если это будет выглядеть глупо. Хотя смейтесь, мы, собственно, для этого и записываем, чтобы поржать. Ну, вернее, мы это делаем, чтобы поржать, а записываем, чтобы поржали еще и вы. Тёма, смотрите, как серьезно готовится. Не просто так, как к замеру. Как вы поняли? Давай вот так вот захвачу побольше. Что случилось? Нет. Что такое? А надо лететь вверх, понял? Слышь, а я как этот, как Каха, да? Правильно куртку одел первый раз в жизни. Короче, не получается у нас с кружкой. Что ты делаешь? Ладно, сейчас я покажу, как надо. Тёма не умеет ни хера это делать. Готовы? Мы чуть-чуть переиграли, китайский фарфор действительно оказался очень китайский. Поэтому мы возьмем настоящую русскую банку из-под томатов черри, которая называется Глобус Оно 1924. Не говорите, что мы курим, только просто прикалываемся, поверьте мне. Итак, готовы? Банку подавай. Мы ее разбили. А ну-ка банку мне скорее подавай, козел. Давай проверим. Самые наблюдательные догадались, что... Самые наблюдательные, наверное, догадались, что банки было две. Мы просто после рабочего дня стебемся. Пожалуйста, не пишите, что мы курим. Мы не курим, вот смотрите глаза.